Всем привет! Сегодня мы побываем в одном достаточно загадочном и интересном месте. Было время, когда оно считалось одним из самых посещаемых мест города, а известный этнограф Сумцов называл это место одним из главных харьковских садов. Итак, Карповский сад. Сейчас сад, к сожалению, находится в очень плачевном состоянии. Но все равно сюда тянет отдохнуть, прогуляться, а осенью здесь особенно красиво. Давайте пройдемся по Карповскому саду, посмотрим на него и вспомним его историю. А началось все с купцов Артемия и Федота Карповых, которые не только выгодно приобретали и захватывали участки в центре города и на его окраинах, но и вносили вклад в развитие Харькова. По некоторым данным, как минимум до 1804 года территория нынешнего Карповского сада и практически вся Москалевка принадлежала местным землевладельцам-кивиткам. Еще раньше, 200 лет назад, в районе Холодной горы была поросшая непроходимым лесом местность, которая служила убежищем для татар и запорожских разбойников, разорявших городскую крепость. Со временем границы города расширились, и на месте бывших лесов были посажены плодовые деревья, в результате чего здесь образовались роскошные сады. Вот в таком состоянии сегодня сад, скамеечки в нем и территория сада. Ну а мы продолжаем вспоминать историю этой местности. Достоверной информации, как сад достался братьям Карповым, нет. Но существует версия, что этот участок земли они получили самостоятельно. Скорее всего, купцы Карповы приобрели сад у землевладельцев Квиток. Так это или нет, мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Но когда сад стал Карповским, братья вложили немало средств для его благоустройства и сделали это место любимым для отдыха горожан. Кстати, стоит упомянуть, что в 1808 году Федота Карпова избрали городским головой. В конце XVIII века Карповский сад посещало огромное количество горожан. Здесь был расположен самый лучший родник в городе. Из одного источника ежедневно набирали около 40 тысяч ведер воды, в то время как суточное потребление воды во всем Харькове равнялось 100 тысячам. В 1840-е годы в саду любила отдыхать харьковская элита. Конечно, в те времена Карповский сад был роскошным. Широкая, длинная аллея, которая частично сохранилась и сегодня. Роскошная гостиница, карусели и качели. Но вся эта красота частично уничтожилась во времена строительства железнодорожного полотна. Город стал выкупать у землевладельцев участки земли и безвозмездно отдавать их под строительство железной дороги. Карповы были одними из первых, кто довольно выгодно продал свой сад под эти цели в 1867 году. Важным условием сделки было сохранение фамилии братьев. Это условие город сохранил до наших дней. Город практически не занимался садом до революции. Частично использовали только нижнюю его часть и источники. Позже сад реконструировали, но только одну его часть и сделали там парк культуры и отдыха медицинских работников. Здесь вновь стало красиво, весело и активно. Появился деревянный детский дом, качели, кинотеатр, деревянные фигуры животных. На территории осветили дорожки и выстроили стадион «Буревестник». В те годы сад арендовал Лаврентьев, известный изобретатель различных аттракционов. В праздники имели место всевозможные лаврентьевские затеи, грандиозные молодежные развлечения. Глухой ночной порой гуляющая публика безбоязненно возвращалась домой. В то время в этой части города не было криминала, и сад отличался абсолютной безопасностью.
сожалению, вскоре и этот этап в жизни Карповского сада закончился. Вот на этом стадионе вышли в большой спорт много поколений футболистов. Среди них легендарный харьковский форвард Николай Королев. А затем этот стадион был парком-стадионом завода «Свет Шахтера». В яру Карповского сада в советское время располагался стрелковый тир для огнестрельного оружия, оборудованный по всем правилам. Зимой здесь заливали каток, и большое количество людей каталось на коньках. Еще одна деталь, о которой стоит упомянуть: в 1878 году, когда началось строительство водогона, на Карповских родниках построили насосную станцию с двумя паровыми машинами. Легендарная певица Клавдия Шульженко в своем романсе «Снился мне сад», который был очень популярным в Харькове в 1920-е годы, воспевает именно Карповский сад. На сегодняшний день многие харьковчане лишь отдаленно знают, где находится этот сад. И уж тем более в нем не бывают. А зря. В этом саду можно найти очень красивые, но заброшенные места. Особенно в осеннее время. Интересно, что сад видит каждый, кто приезжает в Харьков железной дорогой с юго-западного направления. Известный паровоз, мимо которого поезда проезжают перед тем, как попасть на железнодорожный вокзал Харькова, находится именно в Карповском саду. Этот паровоз ФД-20, участвовавший во Второй мировой войне, в сад пригнали своим ходом в 1984 году. Находится Карповский сад между историческими районами города, которые были заселены одними из первых в начале 18 столетия – Новоселовка и Гончаровка. Остатки сада, как мы видим, существуют и сегодня, а Карповская креница до сих пор пользуется популярностью.